В этом видео расскажу, как я переезжал из Кракова в Варшаву, с какими проблемами я столкнулся, где я искал жилье и какие ошибки я допускал и вообще можно допустить при поиске. Так получилось, что 9 лет я жил в Кракове и в принципе в этом не было необходимости. И когда я с этим столкнулся, то я честно офигел и понял, что обязательно на канале про бизнес в Польше нужно записать это видео про поиск квартиры, жилья, да, смену жилья внутри Польши. Ну и это же касается тех, кто только планирует переезд сюда, вы с тем же процессом столкнетесь. Почему? Потому что мы с вами предприниматели, но мы-то все где-то живем, и наша жизнь, наш дом — это часть нашей жизни, да, это важный, короче, процесс. Записывая видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Интересна ваша обратная связь по такому формату. Итак, как выглядит процесс поиска жилья? Ну, во-первых, вы принимаете решение, что вы переезжаете. Да? Во-вторых, вы в идеале пишете техническое задание, то есть ваше видение, ваши критерии, которые для вас важны, которые вы будете использовать как для себя, так и в будущем для риэлторов. В нашем телеграм-чате я скину пример ТЗ, который писал я. И, кстати, по поводу этого ТЗ, технического задания, масса риэлторов написали мне лестные отзывы и сказали: вау, какое классное ТЗ, чтобы все так люди писали такое техническое задание. У нас вопросов нет, мы все ищем, мы все поняли. Приняли решение, написали техническое задание и критерии. Дальше начинается сам процесс поиска. Возникает важный вопрос: искать ли жилье самостоятельно, либо искать с риэлтором. И сначала я, как человек уже опытный, знающий польский язык, думаю, ну, зачем мне платить риэлтору, вообще кому-то, я знаю польский, сам поищу. И особенно если учесть, что ну, примерно 50% предложений, которые мне потом присылали риэлтора, я сам находил на открытом рынке, да, то есть я понимаю, что на мне хотят заработать. Но есть нюанс. Я начал искать недвижимость самостоятельно, и внизу под этим видео я закину вам ссылки на 2 телеграм-бота. Это топовые телеграм-боты, где, в принципе, вся Польша ищет жилье. Ты можешь выбрать там критерии. Ну, короче, очень классные боты. Надеюсь, вы за это нам поставите лайк и благодарочку. Я начал искать там. Есть еще сайты. Это OLX.pl и это Autodom. Но по сути эти боты позволяют спарсить предложение тебе сразу в бот, ну и удобно в Телеграме смотреть и переходить потом на ссылку. Но потом, когда я поработал с этим несколько дней, я понял, что предложения очень быстро разбирают, и нужно быстро реагировать. В Варшаве огромная конкуренция, поэтому даже если ты с кем-то эту же недвижимость будешь, как бы, тебе ее пришлет риэлтор, да, то это все равно окей, потому что ты можешь быть весь день на работе и не успеть позвонить, а риэлтор находится в контексте и может позволить тебе, как бы, грубо говоря, урвать объект. Да. Поэтому было принято стратегическое решение искать недвижимость и самому, и через риэлторов, и через друзей, знакомых, и через все. Хуже всего у меня сработал Facebook, это Facebook группы, да, там тысячи, десятки тысяч людей, но честно, это очень неудобно, то есть надо заходить, что-то скроллить, мониторить, под одним постом квартирой там написано уже 50 сообщений, и ты понимаешь, что ты будешь 51-й, который хочет напрашиваться в эту квартиру, снять ее, ну какой-то бред, знаете. Поэтому пробуйте, если кому-то подходит, но мне это не подходит. Соответственно, 3 способа действенных, да, это искать самому, искать через риэлторов, да и все, 2 способа. Далее, после того, как ты нашел объект, ты договариваешься на просмотры. На просмотры в идеале договариваться там день в день или на следующий день, то есть тоже очень быстро, потому что в Варшаве быстрее всего разбирают жилье. Соответственно, я не участвовал в так называемых конкурсах, там, где ты приходишь и типа там 10 человек стоит и вас как рабов ставят все, знаете, в одну эту и выбирают. Я в таких аттракционах щедрости не участвовал, но мне говорили, что такое бывает. Поэтому нужно быстро реагировать, да, и нужно как бы договариваться на просмотре. На просмотре есть смысл договариваться сразу как можно на большее количество квартир. И вначале то, что мне помогло,
это начинать уже смотреть какие-то квартиры, которые я даже по фотографиям понимал, что, скорее всего, не сниму, но мне нужна была насмотренность. То есть мне нужно было создать эту насмотренность, посмотреть, как еще бывает. Типа, а вот мне нравится, чтобы был балкон или нет. Для меня принципиально все-таки балкон или принципиально, чтобы зал был большим, да? Там, я не знаю, телевизор мне важно все-таки или, блин, пофиг, я все с ноутбука смотрю. То есть, посмотрев несколько квартир таких абсолютно рандомных, я уже появилась эта насмотренность, появилась возможность задавать правильные вопросы риэлтору либо владельцу квартиры, ну и это как бы имеет смысл. Набивайте просмотры, конечно же, перед тем, как ехать, лучше через риэлтора, либо, если вы знаете польский, спросить базовые условия, потому что здесь, ну, мы с вами обсудим, какие есть мутки, да, но всяких комбинаций и муток миллион, но базовые вопросы стоит спросить. Первое, актуально или нет объявление? Актуально, да. Второе, где находится, там какой точный адрес, потому что они, бывает, пишут район, и, ну, как бы район Воля — это понятие растяжимо, да, либо там Беляны. Далее точно спросить про стоимость актуальную и точно спросить про чинш и медиа, да, потому что иногда они специально этого не пишут в объявлениях, то есть типа цена такая-то, чинш средний по рынку, да, ну какой-то такой бред пишут, а чинш очень может отличаться. Чинш — это административные платежи, которые вам нужно делать, типа там вывоз мусора, уход за территорией, и чаще всего в этих в сталинках, да, и в таких старых домах чинш больше, чем в новых домах. Не знаю почему, наверное, дороже там обогрев, уход, вывоз мусора неудобный, поэтому он дороже. Таким образом, у меня была квартира, где этот чинш стоил 1200 злотых в месяц. Да, в то время как, допустим, там в такой квартире можно платить за чинш 500 злотых, хотя квартира намного круче. Поэтому, позадавав эти вопросы, набив встречи, выезжаете, смотрите, на самой встрече задаете, опять же, правильные вопросы. Кто владелец, какие там есть документы, кто сдает, посредники или нет. Но опять же мы сейчас поговорим про это чуть дальше, про ошибки. И, кстати, если вам нужна помощь в регистрации компании либо ИП в Польше, в бухгалтерии, в консультациях по бизнесу в Польше, вы можете обратиться к нам. Снизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Будем рады вам помочь. Собственно, самое интересное, мое любимое, это ошибки, которые можно допустить и как вообще дурят посредники, риэлтора и все остальные. Первое — это договор на час окрещенный альбо на час неокрещенный. Да? То есть это договор с конкретным сроком окончания, либо нет. Здесь, в Варшаве, чаще всего это, да и в Польше сейчас, особенно если вы там не поляк, это договор на минимум 12 месяцев. Это раз. Но иногда они могут вписать туда без проблем, типа 24 месяца. Если ты не прочитал, то это потом твои проблемы. Да? То есть это значит, что на 24 месяца ты снимаешь квартиру, да, подписываешься, и очень часто как бы возможностью из этого выйти, короче, практически невозможно. И вот здесь первый такой тонкий нюанс. Иногда окрес выповедения, то есть срок, когда вы можете сказать, что я не хочу здесь или не могу жить, может быть месяц, но сейчас в Варшаве практически этого нет. То есть ты снимаешь квартиру на 12 месяцев, и ты типа как бы должен за нее платить, и никого не интересует. Иногда они могут согласиться, типа, вот допустим, я с одной квартирой вел переговоры с владельцами, договор на 12 месяцев, но после 6 месяцев тебе разрешают в случае необходимости как бы выповедить умовы, да, то есть сказать, что ты не хочешь там жить, и еще через месяц или два ты сможешь съехать. Ну, такие типа условия, как бы, да, на тоненьком. Поэтому будьте готовы, что если вы заезжаете в объект, то вы паркуетесь там, ну, минимум на 12 месяцев. Также момент кауции, да, и того, как жилье, это мы сейчас по юридическим моментам, да, проходимся, момент кауции жилья и самого договора. Иногда пишут такую штуку, что там мелкие ремонты делает тот, кто снимает квартиру, да, и если не написана точная сумма, то тогда непонятна дефиниция, что такое мелкий ремонт. Сломалась стиральная машинка, это мелкий ремонт или нет? Не знаю, отвалилась ручка, это кто за это платит, я либо владелец. Поэтому лучше эти вещи все внимательно читать и как бы понимать, что вы подписываете.
Дальше могут написать такую штуку, я видел, после того, как арендующий выселяется, он должен привести квартиру в то же состояние, в котором она была, в том числе там типа состояние стен и так далее. А состояние стен это нюанс, потому что покрасить стены во всей квартире может стоить там без проблем 5000 злотых. Вот, поэтому, опять же, смотрим и внимательно читаем. Теперь вы понимаете, да, почему я по-другому стал смотреть на услуги риэлтора, потому что, ну, если это адекватная компания, то хотя бы ты можешь попросить их, переведите мне договор на русский або украинскую мову. И ты хотя бы будешь понимать, что ты подписываешь. И здесь в Польше это реально важно. То есть, если ты реально подписал бумажку, то очень сложно потом, ну, как-то свои интересы защитить, если ты какую-то хрень подписал. Хочу рассказать вам один кейс моего знакомого. Он снимает квартиру, и риэлтор ему говорит, да, типа, не понравится, если что, можете выповедать умовы, да, и как бы съехать без проблем на стандартных условиях. Ну, ты такой, окей, подписываешь договор, и после подписания договора он понимал, да, что, блин, есть какие-то нюансы, я не уверен, не хочу дальше двигаться. И этот же риэлтор переобувается и сразу же говорит, что окей, без проблем, либо платите 3 месяца стоимости квартиры, либо в течение 7 дней найдите того, кто по этим же условиям будет готов снять эту квартиру, либо, если не выполняете условия договора, то мы на вас подаем в суд. Все. Этот же человек переобувается моментально. Вот. Поэтому никому на словах не верим, ну, типа абсолютно. То есть люди переобуваются просто моментально, ребят. Теперь важно про то, с кем вы заключаете договор, у кого вы снимаете квартиру и что еще могут попросить. Если это физическое лицо, то могут попросить справку либо какое-то подтверждение доходов, да, что вам есть за что жить. И также могут попросить умову оказиональную. Это такая юридическая процедура, которая делается через нотариуса, которая позволяет владельцу недвижимости в случае чего вас выселить, и у вас в случае этого выселения типа будет место, где вам жить. Потому что здесь законом очень защищен тот, кто арендует квартиру, да, и поэтому они себя так защищают. Соответственно, там есть целая процедура, ты должен найти жилье, в которое владелец которого разрешит тебе в случае чего туда типа съехать. Потом это все у нотариуса еще подписывается, там заверяется, и ты это отдаешь владельцу. Называется умова оказиональна. И очень часто это требует, особенно с детьми. Да, с детьми там 95%, что у вас потребует умову оказиональную. Естественно, возникает вопрос, блин, у меня нету никакого знакомого, друга, владельца недвижимости в Польше, что мне делать, Стас? А ответ такой, есть услуги платные на рынке, где можно за это заплатив 500 злотых, и тебе сделают такую умову оказиональную. Это как бы легальная процедура, просто там какая-то спилка является владельцем этой недвижимости, там уже этих умов оказиональных 100-500 штук, и как бы, ну, формальность, все. Важный момент это по поводу выселения и того, с кем вы еще заключаете договор, потому что можно заключить договор со спилкой ЗО. Короче, если ты заключаешь договор со спилкой ЗО, то тебя могут выселить, ну, как бы там, в любой момент, даже с ребенком, и для этого им не надо умова оказиональна, потому что там какое-то другое правило и другой закон работает, соответственно, ну, ты не можешь сказать, я не выеду, я не могу платить за вашу квартиру, но и с нее я тоже не уеду, потому что у меня нет денег, да. Со спилкой ЗО договор, все, типа по условиям договора ты должен выехать. Еще важный момент по поводу регистрации. Ну, мы же про предпринимательство, да, и очень плохо к этому относятся, не знаю почему, какие-то неадекватные, честно, к тому, что ты будешь вписывать туда, допустим, адрес корреспонденцийный для своего ИП, для ЙОДГ. Никто, понятно, про спилку мы молчим, но для ЙОДГ даже некоторые там говорят, нет, 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 не надо. Они какие-то, ну, перепуганные максимально, если честно. Я не знаю, что тут в Варшаве произошло за эти 1,5-2 года, да, как война в Украине началась, но я смотрю на поляков, они реально, ну, очень боятся, видимо, какие-то истории пошли из уст в уста, что, ну, типа, пипец. И мне в одной квартире, ну, отказали вписывать этот юрадрес для моего ЕДГ, потому что, типа, нет, мы не хотим. Причем квартира была очень дорогая, и мне сказали, нет, мы не хотим, нет
у нас там, у владельца недвижимости свое ЕДГ прописано, и типа, нет, не хотим, нельзя. Я говорю, ну как нельзя? Можно. Ну, типа, какая разница, сколько там у людей юрадресов натыкано? Можно. Они такие, ну не-не-не, мы не хотим. Вот. И, ну, как бы нюанс, еще 100 злотых платить надо отдельно кому-то, типа, не хотелось бы, да, поэтому будьте готовы, что, скорее всего, не разрешат это сделать, хотя в этой квартире мне разрешили практически все. Дальше это по поводу пунктик такой хитрый, цель використання мешкания. И очень часто они еще добавляют такой пункт, что типа мешкания можно использовать только в целях жилищных и ни в каких других, не для проведения діяльності, не для там еще чего-то. И в одном договоре, который я читал, то есть там, знаете, так написано, как будто создалось ощущение, что я даже не могу туда пригласить кого-то на чай, либо у меня мама не имеет права переночевать в моей квартире. Поэтому я тоже так, типа, ребята, ну, живите сами туда, тут, ну, какая-то странная логика. Кауция. Мы привыкли, что это там за 1 месяц залог, да, кауция это залог, но здесь тоже часто там могут просить за 2-3 месяца. Допустим, в моей квартире это кауция за 2 месяца, да, причем она очень немаленькая, если честно, поэтому, ну, тоже имейте в виду. Наверное, чем меньше и проще квартира, тем как бы меньше это кауция. Иногда, кстати, просят 1,5 кауции. Вот в одном договоре было написано типа 1,5 стоимости жилья. Ну такая тоже чудная штука. Как правильно стартовать бизнес в Польше? Мы провели больше 500 платных консультаций, больше 300 компаний мы запустили на польский рынок. И заметили, что вопросы и проблемы у предпринимателей повторяются. Задали себе вопрос, существует ли какой-то способ в понятной, сжатой, но эффективной форме просто передать все накопленные знания, опыт и навыки. И, конечно, этот способ есть. Мы запаковали это все в образовательный проект, продукт, которым теперь вы можете воспользоваться. Внизу под видео вы найдете ссылки. Буду рад вас видеть участником нашей обучающей программе. Теперь, ребята, обалденная фишка, прям очень крутая, это страховка. Ты, оказывается, можешь купить страховку, и это может либо требовать владелец недвижимости, либо ты сам для себя можешь купить такую страховку. Например, я купил страховку за 150, по-моему, злотых в год, которая покрывает всякие случаи, где что-то сломалось, либо я что-то там разлил, испортил, паркет и так далее. То есть это реальная страховка, самая популярная. Если кому интересно, напишите, я вам скину название этой страховки. Все риэлтора мне скинули одну и ту же ссылку, и я там купил эту страховку по максимальному тарифу. Ну и там типа такой прикол, что по идее, если у тебя даже ломается духовка, то к тебе приходит какой-то их там дядечка и ее чинит по страховке. Такой прикол. И иногда эту страховку может требовать владелец недвижимости, да, сказать типа купите страховку. Она в том числе страхует на всякие случаи пожара, потопа и всего остального. Ну, типа, я рекомендую, прям очень рекомендую. Я догадывался, что это есть, но для меня это было прям открытие, честно. По поводу риэлторов и моего отношения, да, вообще к этой всей ситуации. Риэлторов в Варшаве 1 миллион, но когда я выслал свое ТЗ где-то там 20 риэлторам, то вы не поверите, но воронка резко сузилась. То есть я 20 выслал, из них мне просто хотя бы что-то ответило 10. Из 10, которые ответили, реально включились в работу человек 5-7. Из 7, которые включились в работу, и эти 7 людей мне начинают присылать тупо те же самые квартиры. Все риэлтора начинают половину квартир тупо тех же самых присылать с рынка. И все они просят, чтобы я им давал обратную связь, конструктивную и развернутую. Я говорю, ребята, но у меня нет времени вам давать всем обратную связь. Я написал отличное ТЗ, а вы мне присылаете квартиру, где там, ну, на полу ковры лежат. Ну, вы в адеквате вообще? Поэтому воронка отсеялась. По факту у меня осталось там 3 риэлтора, с которыми я работал. Ну, реально адекватных людей, с кем я сотрудничал. Тоже, если интересно, могу скинуть контакты. Это именно в Варшаве. И ну, если бы я нашел квартиру через риэлтора, то да, я бы заплатил. С риэлтором история такая, что нужно будет подписывать договор с ними, да, нормальная процедура, я его тоже перечитывал. Нужно будет с ними подписать договор, что типа ты там, если они тебе показали жилье, то ты уже обязуешься заплатить им комиссию, если ты его будешь снимать.
Вот. И, ну и что? И обычно это стопроцентная комиссия, но один из риэлторов сказал стопроцентная комиссия плюс еще ват. Ну, если вы снимаете квартиру там условно, я не знаю, за 8, за 10 тысяч злотых, то, ну, вдумайтесь, какая-то цифра. Типа там за 10 снимаешь, плюс еще ват, это 2300 злотых. То есть ты там должен дать 12 300 злотых риэлтору с ватом. Такое себе, да. Но даже если это 5000, то это все равно там 1000 с лишним, 1100 с лишним, да, там злотых не очень. Поэтому большинство все-таки говорят так. Стопроцентная комиссия, в которую включен ват, типа там по их стороне. Вы нашли квартиру с риэлтором, либо сами, подписали договор, и есть еще такая штука, протокол отбора. То есть протокол отбирания, протокол принятия квартиры. И на этом этапе, и это еще не все, на этом этапе очень важно сделать этот процесс правильным. Во-первых, вы должны все зафоткать вот как все есть. Во-вторых, не бойтесь, не стесняйтесь снимать видео, тупо тоже все спокойно пройтись, снять на видео, да, скинуть себе там в архив куда-то на Google Диск. В-третьих, проверить, чтобы все работало. Шторы, краники, окна, механизмы, я не знаю, там ложки, вилки, унитазы, ванна, стиральная машина, духовка, все предметы, которые вы видите, и более того, все полочки, которые открываются, вам надо все открыть, потому что у меня было в одной квартире так, что я открываю, у меня там разлазится там какая-то полка, знаете, разваливается. И он такой, да-да-да, это мы сделаем. Потом я еще куда-то там залажу, там разбитое стекло, ну такое треснуто. Ну да-да-да, мы это типа тоже сделаем. Ну как бы я не знаю, сделают они это или нет, да, поэтому в протоколе это все прописывается, да. Обычно в протоколе пишется самое дорогое какое-то оборудование, шпшент, да, который есть, что типа я там передаю как собственник, так там типа телевизор, там духовка, не знаю, печь, еще там что-то. Ну и плюс визуальное состояние предметов, стан, да, визуальный, тоже нужно зафоткать и иметь в виду. После подписания договора, после подписания этого протокола, все, вам отдают ключи, обычно в течение там 3, 5, 7 дней вы должны сделать эти все проплаты, обычно это по безналу, то есть наличкой, ну, поляки, если налоги платят, то они не хотят брать, соответственно, это первый месяц квартиры, 1 либо 2 месяца кауции, и там, если необходимо умова оказиональна, то есть эти документы, да, что еще, страховка, да, и все. То есть это вот такой вот процесс, вы там высылаете, обмениваетесь документами, подписываете, оплачиваете, и как бы вы можете жить. После того, как стартуете жить, обычно есть вещи, которые нужно довести до ума и поменять. Это иногда нужно менять на себя счетчики, то есть как бы не менять, а просто получать к ним доступы и понимать, куда платить, как это все считать. Ну, чаще всего этим занимаются хозяева, да, квартиры. Ну, они там подсчитывают и присылают тебе эту всю историю. Очень важно, вот я с этим столкнулся, поменять все юридические адреса во всех системах. То есть в банке там Millennium, Santander, в любом вашем банке, который у вас есть, поменять адреса, потому что письма, карточки могут приходить на старый адрес. Оказывается, в почте польской есть функция переадресации, вот мы ее сейчас попробуем, как раз тебе присылают письмо на твой старый адрес, они видят, что там стоит переадресация, и они как бы его не высылают, а они его переадресовывают сразу, по идее, на твой адрес, уже на новый. Классная функция. Рекомендую. Внизу под видео оставлю тоже ссылку на эту функцию. Поменяли адреса, если у вас есть ЙДГ, то есть ИПФ Польша, спілка ЗОО и так далее, то в принципе тоже неплохо там в системах поменять адреса, как минимум в jednoosobowej działalności это обязательно нужно сделать. Да? И там 4 места, 4 адреса. Где вы ведете конкретно вашу хозяйственную деятельность, вы либо пишете этот адрес, либо там есть галочка, что типа везде. Какой у вас адрес хранения документов бухгалтерских, адрес для корреспонденции и адрес как бы проживания. Это могут быть все адреса одни и те же, а могут быть вообще все 4 разных. Такое тоже бывает. У меня, допустим, адрес хранения бухгалтерских документов в моей бухгалтерии, в моей бухгалтерии, да, где у нас вообще партнерство и так далее. Остальные адреса там другие. Ну, короче, вот такая вот история, друзья. Фух,
Надеюсь, это вам будет полезным, потому что я вам от души это все рассказал, с чем столкнулся. Будьте внимательны, не спешите, не слушайте никого в плане там каких-то советов, да, что это хорошо или плохо. Просто внимательно читайте договора. Если есть вариант, то даже заплатите кому-то, пусть там за эти 300, 400, 500 злотых вам прочитает договор, если вы принимаете уже решение, то пусть прочитает какой-то риэлтор, либо юрист договор и скажет, какие там есть нюансы. Потому что я был в шоке от того, ну, какие конструкции могут быть. Еще момент, который важно добавить, это доверенности. Это бывает так, что вы приходите снимать квартиру, и человек говорит, я jestem pełnomocnikiem. Вот мое, типа, pełnomocnictwo. То есть у меня доверенность, вот моя доверенность. Да? Нужно внимательно посмотреть, на кого доверенность. Если в этой квартире прописано, если собственниками этой квартиры несколько человек, то нужно в идеале, чтобы доверенность была от всех этих двух людей. Если бывает так, что это доверенность на доверенность на доверенность, тогда эту всю схему надо слепить, да, воедино. Поэтому тоже с этими моментами будьте внимательны. И напишите в комментариях, получилось ли бы у меня быть риэлтором. Я вот сейчас так думаю, я рассказываю, как будто я в этой сфере типа 15 лет. Да? Если вам нужны услуги риэлтора от Станислава, то, пожалуйста, пишите мне в Инстаграме, и я вам помогу найти квартиру в Варшаве. Теперь я живу в Варшаве, помогу вам найти квартиру в Варшаве. Ну что, хорошего вам переезда в Польшу, в Варшаву, в Краков, в Вроцлав, в Гданьск. Куда бы вы ни поехали, у вас все получится. Спасибо. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!